Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге рассмотрим 5 лучших мониторов от MSI, которые актуальны к покупке в 2025 году. Я отобрал модели под разные задачи и бюджет. Есть компактные 24-дюймовые варианты для офисной работы и учебы, быстрые геймерские модели с высокой герцовкой и минимальным откликом, а также широкоформатные решения для работы с графикой, монтажом и многозадачности. В процессе разберемся, какие матрицы используются в этих мониторах, какая у них цветопередача, какие есть удобства и какие нюансы стоит учитывать перед покупкой. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начинаем рейтинг с самого простого и дешевого монитора MSI Pro MP242A. По цене он выходит как несколько походов в ресторан. Только тут вместо набитого желудка мы получаем вполне пригодный для ежедневной офисной работы монитор. Экран диагональю 24 дюйма на IPS-матрице с Full HD разрешением. Более того, с частотой обновления 120 Гц. На самом деле большой сюрприз для монитора с такой ценой. Картинка выходит яркая, анимации плавные, углы обзора широкие, но глубина цвета 6 бит плюс FRC. Из-за этого для работы с фото и видео это не лучший вариант, так как дисплей отображает недостаточную палитру цветов. Но для рутинных задач, текстов, фильмов, таблиц и соцсетей подойдет. Для учебы, работы и просмотра видео тоже. Если хочется иногда поиграть во что-то не слишком требовательное, пожалуйста. Но если вы запускаете шутер и ждете от 120 Гц мгновенной реакции и максимальной четкости в движении, то здесь такого не будет. Это не топовый игровой монитор. Хотя для улучшения ситуации тут MSI даже не поскупилась на FreeSync. Это технология, которая более-менее сглаживает картинку и убирает разрывы кадров. Внешний моник простейший, подставка никак не регулируется, кроме наклона, имеет небольшой вырез, что-то типа подставки, в которую можно вставить телефон или планшет. Каких-то дополнительных портов для подключения нет, только DisplayPort, HDMI и VGA. Ну и впрочем, для базовых задач больше не нужно. Если единственное, что вас смутило, это диагональ экрана, вдруг кому-то побольше хочется, могу предложить MSI Pro MP271A E2. Он тоже недорогой, с IPS-матрицей на 120 Гц Full HD разрешением, но диагональю 27 дюймов. Рассмотрите его, если 24 мало. На четвертом месте MSI Mac 256F. Тоже недорогой монитор для геймеров. У него 24-дюймовая панель с частотой обновления 180 Гц. Изображение строится на достаточно приличной IPS-матрице с глубиной цвета 8 бит. Она немного улучшенная, с припиской Rapid. Якобы там какой-то особенный быстрый отклик. Но я бы все это списал на маркетинг, так как по факту у монитора самая обычная задержка, ничем не отличающаяся от других бюджетников. В любом случае, цветовой охват хороший, оттенки не уходят в кислоту или блеклость. Конечно, это не монитор для работы с графикой, но для игр и фильмов хватает. Углы обзора широкие, изображение не теряет насыщенность, если смотреть сбоку. Касательно всяких смазываний и других артефактов по картинке, которые особенно заметны в играх типа CS2, Valorant или Apex Legends, резкие повороты камеры не превращаются в кашу, прицел всегда четкий. Плюс есть FreeSync, так что разрывов кадров не будет, если FPS скачет. Но стоит понимать, по цветопередаче это не премиум-класс. Для игр и фильмов хватает, но если включить что-то вроде красочного Cyberpunk 2077 с темными, глубокими сценами, может показаться, что картинка чуть тусклее, чем хотелось бы. Это из-за не самой высокой яркости. Поэтому если играете в комнате с ярким светом или монитор стоит напротив окна, придется думать, как убрать блики. Эргономика у монитора простая. Подставка позволяет только наклонять экран вперед и назад. Регулировки по высоте нет, поэтому возможно придется подкладывать книги или брать кронштейн, прикручивать к весокреплениям. По портам тоже ничего особенного, 2 HDMI 2.0 и DisplayPort, подключить можно и ПК, и консоль, и ноутбук. Тройку лидеров открывает MSI Mac 322 UPF. Это монитор для тех, кто хочет и 4К, и высокую герцовку, и нормальную цветопередачу. 32 дюйма, 160 Гц, IPS. Звучит как универсальный вариант для игр, работы и просмотра контента. Но насколько он хорош в использовании? 4К разрешение на 32 дюймах выглядит шикарно, особенно после 24 или 27 дюймовых экранов. Картинка четкая, пиксели незаметны, даже если носом в экран уткнуться.
В играх вроде Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2 детализация радует глаз, тем более если выкрутить настройки на максимум. Плюс 160 Гц делают геймплей плавнее и приятнее для глаз. Но есть нюанс, для того чтобы тянуть 4К на 160 Гц нужен мощный ПК. Если у вас не топовая видеокарта, придется снижать настройки или играть в 1440p. Ну и еще упомяну HDR. Он тут есть, но без запредельной яркости, эффект слабоватый, до уровня OLED далеко. Из разъемов есть все, что нужно. Пара HDMI, один DisplayPort USB-C, в который можно ноут подключить или поставить на зарядку, плюс целых 3 USB-A, например, для мышки, клавиатуры или флешек. Так что для подключения всякого разного тут все условия. Из особенного есть KVM переключатель. И с ним можно быстро переключаться между ПК и ноутбуком и при этом использовать только одну мышку с клавиатурой. Вообще это чаще пригождается в работе, но на всякий случай имейте в виду, что такая опция присутствует. Подставка у монитора тоже удобная, гибкая, можно регулировать высоту и поворачивать экран вправо-влево. Поэтому цеплять на кронштейн монитор не обязательно. Отдал второе место MSI Mac 341 CQP. Тоже топовое решение для тех, у кого мощные и дорогие компы. Этот монитор самый дорогой в рейтинге. Он широкоформатный, в работе больше пространства, а в фильмах эффект погружения. А в играх типа Horizon Zero Dawn или Forza Horizon 5 картинка становится кинематографичной. Больше обзора, больше деталей, сильнее погружения. Если у вас достаточно места на столе и мощное железо, будете довольны. Только нужно учитывать, что некоторые площадки и игры могут быть не оптимизированы под формат 21:9, тогда будут черные полосы по бокам. Особенность этого монитора – OLED-матрица с 10-битной цветопередачей. Это дает идеальный контраст, глубокий черный и насыщенный HDR. В отличие от базовой IPS, где черный чаще серый, здесь он действительно черный-черный. Цвета насыщенные, яркость отличная, углы обзора максимальные. А 175 Гц и мгновенный отклик делают картинку супер плавной, без всяких остаточных шлейфов и артефактов. Не забыли и про такие базовые опции, как FreeSync, который помогает избавиться от разрывов экрана, и Flicker Free, который нейтрализует мерцание. И все это для того, чтобы глаза элементарно не уставали от долгих каток. Из минусов за OLED-матрицей нужно следить, так как она со временем выгорает. Производители даже встраивают специальную программную чистку, чтобы монитор дольше проработал. Ну, это уже особенности OLED, которые он легко окупает своими преимуществами. А в плане внешнего вида и эргономики все хорошо. Подставка регулируется по высоте, есть наклон и даже по оси влево-вправо. По разъемам полный фарш, DisplayPort, HDMI 2 штуки, USB-C, 2 USB-A. Подключите все от консоли до ноутбука. Лидером рейтинга стал MSI Optix G274 QPX. Этот монитор и по цене хороший, и по картинке без вопросов, и по функционалу не огорчает. В общем, цена-качество. У него 27-дюймовая панель с 2К разрешением на IPS-матрице. Монитор выдает яркие цвета и широкие углы обзора. То есть можно откинуться в кресле, смотреть на экран под любым углом и не бояться, что картинка уйдет в серые оттенки. Правда, черный тут скорее темно-серый. У OLED и VA он лучше, но в динамичных играх это не критично. HDR тоже есть, но чудес ждать не стоит, без высокой пиковой яркости он больше для галочки. По качеству цветопередачи жаловаться особо не на что. Такой монитор берут не только для игр, но и для работы с монтажом, фотографией, проектированием, 3D и цветокоррекцией. Специалистам среднего уровня хватает. А вот и главная фишка – частота обновления 240 Гц. Геймплей и всякие анимации выходят настолько плавными, насколько это возможно. Конечно, наверное, не каждому нужна такая частота обновления. Но можно расценивать это как запас на будущее. А если уж железо тянет, то почему бы не насладиться всеми прелестями? По удобству все норм. Подставка регулируется по высоте, наклоняется и поворачивается в стороны. Если не нравится ставить на стол, вешайте на кронштейн с помощью крепления веса. Разъемов на задней панели тоже достаточно. DisplayPort, 2 HDMI, USB-C и 2 USB-A. Так что можно подключить и консоль, и мышку с клавиатурой, и еще пару девайсов. Только быстрой зарядки в USB-C нет, максимум 15 Вт на выходе. Поэтому имейте в виду, что ноут на зарядку не поставить. Еще для тех, у кого бюджет небольшой и хочется купить что-нибудь игровое, могу посоветовать MSI Mac 275F. Он в 2 раза дешевле, но и в разы проще.
Диагональ 27 дюймов, Full HD разрешение, достаточно приличная IPS-матрица на 8 бит и базовая подставка без регулировок. Это вполне компромиссный вариант при ограниченном количестве денег. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.